Это 100 рублей. Сегодня мы поговорим о том, как составить вкусное, очень сытное меню всего на 100 рублей. Погнали! Всем привет, это Михаил Веган, здесь я готовлю очень вкусную и даже иногда полезную пищу. Сегодня будем готовить меню всего лишь на 100 рублей. Признаюсь, когда я придумал сделать это видео, я даже не предполагал, что я буду готовить. План был такой: прийти в Ашан, посмотреть, что там есть, придумать, что из этого можно приготовить, всего понабрать и, на 100 рублей, соответственно. И после этого приготовить. Так я и сделал. Уже из тех продуктов, которые я нашел в магазине, я составил меню. Для меня это будет овсяная каша с бананом, это суп из различных злаков и бобовых, а также плов. Вот эти три блюда мне необходимо приготовить всего лишь на 100 рублей. Это вам не молоко. Это растительный продукт, источник пищевых волокон. Это вам не молоко. С супом вообще все очень просто, потому что в Ашане оказалась так называемая суповая смесь. Там различные виды чечевицы, гороха, риса, перловки. В общем, различная смесь, которая сделает суп очень насыщенным. Также я купил морковь. Морковь можно в Ашане найти как мытую, упакованную, так и грязную на разновес. Вот одна стоит совсем немного. Я купил две таких. Также мне понадобился лук. Выбрал луковицу покрупнее, а потом решил, что к моему плову понадобится вторая, и докупил еще одну. В ашанских весах есть косяк: нельзя взвесить продукты меньше 50 грамм, поэтому мне пришлось взять огромный чеснок, и я его, естественно, весь не использую. В эти 100 рублей получается пустая трата денег. А для приготовления плова я выбрал бурый неочищенный рис, где-то слышал, что даже такой полезнее. Также для сытости я купил нут. Плюс, как я и сказал, у меня есть морковь, лук и чеснок. Для приготовления плова необходимо купить специи. Со специями тот же самый косяк: 50 грамм минимум. Это очень много для приготовления нескольких порций плова. Поэтому я не стал брать дорогую куркуму, взял смесь специй для плова подешевле. Надо понимать, что в эти 100 рублей не входят продукты, которые есть у меня дома постоянно. Немного растительного масла, соль, перец и какие-то другие дополнительные специи. Так как сами по себе эти продукты дорогостоящие, я не могу позволить их себе купить в одной покупке на 100. Но, допустим, если растянуть их расход на месяц, то вполне нормально. Они останутся как бы за кадром. У меня осталось 23 рубля и несколько копеек для того, чтобы определиться с тем, что я буду есть на завтрак. И не могу понять, выбрать какой-то свежий овощ, потому что они, наверное, будут дорогие. На 23 рубля вот сразу все уйдет, какой-то фрукт или овощ. Либо какую-то овсянку. Но овсянку я не люблю. Что-то такое типа функциональное, сытное нужно, либо более свежее. Я складывал продукты на разновес в мешочки, либо вообще ими не пользовался. Взвешивал на весах и на калькуляторе от 100 вычитал появившуюся сумму. И когда у меня осталось совсем немного денег, я придумал, что в итоге на завтрак я буду готовить овсяную кашу. В итоге у меня осталось чуть меньше 7 рублей, и я решил подобрать яблоко. И то получилось у меня сделать это не с первого раза, а, наверное, это самое маленькое яблоко, которое я нашел в Ашане, за 6 рублей 23 копейки. Яблочко 20. 6,94. Вот тоже неплохое. Есть. А это мой чек на 108 рублей 72 копейки, где 9 рублей в этом чеке стоимость бумажного пакета, который я приобрел на кассе. Вот такая корзинка у меня на 100 рублей. Сейчас посмотрим, как на кассе отреагируют. 100 рублей. Как 100 рублей? А пакет сколько стоит? И луковица 8 рублей. Вот, я и думаю, я же набрал на 100 рублей, а пакет-то сверху был. 108. Вот. Луковичка. Давайте заплачу. Я, наверное, фотоаппарат смотрю. Забираю. Не бойтесь. Так, 108, пожалуйста. 108 рублей вместе с пакетом. Про процесс приготовления этих блюд особо рассказывать нечего, потому что все очень-очень просто, прям ерунда. Итак, для супа прямо в кастрюле я нарезал сначала лук кубиком, затем морковочку тоже кубиком, для того, чтобы на терке не стал натирать, думал, она вообще исчезнет, и так ее мало. После этого начал их немного обжаривать. Затем немного раздавил и порезал чеснока и добавил в пережарку к морковке и луку.
После чего в кастрюлю пересыпал уже заранее несколько раз промытую эту суповую смесь из нескольких видов бобов, чечевицы, риса там и так далее. Перемешал, добавил 1,5 литра воды, закрыл крышкой и отправил готовиться. А суп готовился у меня примерно 35 минут. Некоторые крупы разварились и получился густой бульон, а некоторые только-только вот подошли к тому, чтобы быть готовыми. Затем я начал готовить плов. Взял казан, налил в него немного растительного масла и начал сразу же нагревать для того, чтобы раскалить его как следует. Взял и нарезал репчатый лук, как мне нравится, вот такими вот полукольцами. Дальше очень крупными брусочками взял и нарезал морковочку. Все это вместе отправил обжариться в раскаленное растительное масло. Взял чеснок, также немного раздавил, немного его измельчил и кинул все это вместе в пережарку. Взял немного зиры, та, что осталось у меня дома, и отправил в пережарку. Также, разумеется, добавил уже заранее замоченный нут. И все это вместе хорошенько перемешал. Добавил те специи, которые взял в Ашане, и хорошенько приправил ими мой будущий плов. Добавил соль и перец по вкусу, и как только морковь стала совершенно мягкой, я сверху высыпал заранее замоченный бурый рис. Несколько раз его промывал, потому что, ну сами понимаете, все это в общем доступе пылится, вот прям очень хорошо промывал рис. Разровнял его по поверхности и сверху залил горячей водой приблизительно на палец-полтора выше уровня риса. Закрыл это плотной крышкой, даже завернул ее в полотенце для большей плотности. И такой плов у меня на медленном огне готовился примерно полчаса, ну где-то 35-40 минут. И я вам скажу, что вот этот бурый рис, он готовится гораздо дольше, чем вот обычный белый, отшлифованный или там пропаренный. Ему нужно больше времени, поэтому это не универсальный рецепт для приготовления любого плова. И только в третью очередь я приступил к приготовлению овсяной каши. Во-первых, я ее никогда не готовил, и она мне не особо нравится. Но просто в горячую воду промытые овсяные хлопья переложил и начал варить их, постоянно помешивая. Тем временем, пока они варились, я взял банан, поломал его на несколько частей и вилочкой раздавил до состояния пюре, такое однородное. Банан уже у меня успел поспеть, и был просто бешеный аромат. Как только доварились мои овсяные хлопья, я смешал их вместе с бананом, и, если честно, получилось очень вкусно. Овсянка с банановым пюре, без сахара. Я не ожидал, что так вкусно будет. Возможно, теперь буду повторять на завтрак. Это получилось действительно очень круто. Теперь смотрите сами, что получилось у меня на обед. Это шикарный, разваристый суп. Он очень сытный, горячий и мега ароматный. Получилось порции, наверное, минимум 4. То есть по факту, вот по факту, одного этого супа хватило бы для того, чтобы кормиться одному целый день. Взять еще немного какой-нибудь булочки или хлеба, да, вот в прикуску вместо вот всего остального. И по факту можно целый день есть только этот суп, либо плов. Смотрите, плова получилось у меня тоже довольно-таки много, он тоже получился очень ароматным и супер сытным, но это сложно, реально сложно отрицать. Это нут, это рис, это куча специй, это очень сытно. Вот суп и плов вообще можно без овсянки. По факту это меню на 2 человек минимум, на целый день. Но нельзя прийти с полтинником и набрать меньше продуктов в Ашане, это уже будет очень сложно. Если вам понравился этот формат, этот эксперимент, и вообще интересно, что еще можно купить на сотку, либо на меньше, либо какие-то другие модификации, обязательно ставьте лайк под это видео, поделитесь своими комментариями, своим мнением, прямо вот внизу под этим видео пишите все, что вы об этом думаете, мне будет очень приятно, и я буду понимать, как действовать дальше. Лично мне было интересно провести этот эксперимент. Спасибо, что смотрели, всем до новых встреч, это был Михаил Веган, всем пока!